Приветствую всех зрителей на канале. Вот у нас очередной Ниссанчик Leaf ZE1 приехал. Автомобиль, владелец жалуется на автомобиль, что после того, как его заглушить, автомобиль уже не запускается, пока не сотрешь ошибки. И здесь и говорит Service EV System Enable to restart after power off. Короче говоря, после выключения зажигания машина не запускается. Вот сейчас хочу продиагностировать ее. Так, вот у нас какие ошибки. Сделаю скриншот, сейчас приложу. Так, Hybrid Battery Volt System Isolation и Restart Inhibition. Короче говоря, вот у нас есть по сопротивлению изоляции ошибка. И, соответственно, после глушения автомобиль у нас не запускается. Ошибка у нас P0AA6. Так, в общем, сейчас тогда удаляю их. Так, ошибок у нас нету. Автомобиль у нас запускается. И поехали. Так, в общем, после того, как автомобиль какое-то время постоял, эти ошибки постоял запущенные, эти ошибки опять появились. И автомобиль у нас, естественно, не запускается. Не запускается до тех пор, пока не стереть эту ошибку. Поэтому хорошо, если в такой ситуации под рукой оказался LiveSpy или какая-то любая другая диагностика, и можно запустить и доехать на автомобиле, а иначе только эвакуатор. Либо же кого-то звать, чтобы приехал с диагностикой и удалял. Но по правде сказать, что хорошо, что появляется это предупреждение. И человек, который едет за рулем, владелец автомобиля, понимает о том, что после выключения зажигания он уже и не запустит. И понятно, что нужно ехать на сервис, чтобы устранять эту проблему. В общем, эти ошибки у нас говорят о том, что есть у нас проблема по сопротивлению изоляции. И сейчас как раз буду заниматься поиском. Это может быть все что угодно, начиная от высоковольтных проводов на компрессор кондиционера, на хитер, на инвертор. Может быть и проблема в самой батарее. Поэтому сейчас буду проверять все поэтапно. Начну, наверное, с проводов на компрессор кондиционера. Кстати, сейчас удалю ошибки. Удалю ошибки и попробую включить, работает ли компрессор кондиционера. Так, ошибки у нас удалились. Автомобиль у нас запускается. Так, сам компрессор у нас работает, но еще может быть проблема в проводах на компрессор. В общем, буду поэтапно проверять все. Хорошо, что у нас есть под рукой мегаомметр, с помощью которого мы сможем вычислить эти дефекты. Снял защиту, и на первый взгляд никаких дефектов здесь не видно. Да, есть легкая грязь под капотом, но в принципе это нормально. Защита здесь была, поэтому не все сильно заляпано. Отсоединил сейчас силовые разъемы, высоковольтные разъемы от батареи. И хочу сейчас прозвонить, если у нас на самих этих частях пробой по изоляции. На хитер, на TEN и на силовой, если у нас там общая хотя бы. Бесконечность. На втором у нас 60-70 мегаом. На одном 130, на другом 134. Так, это более чем достаточно. И на хитере 17, на втором 23. Так, в общем, по крайней мере, у нас все нормально. Открутил крышку ПДМ, сейчас сниму ее, для того, чтобы можно было прозванивать провода. И заодно тогда будет понятно уже, куда дальше копать. Откинул разъем, на всякий случай, еще раз с хитера, поставил туда перемычку хвил.
И проблема тоже самое появилась. Значит, у нас проблема не в тене, который находится в салоне. Поэтому сейчас снимаю крышку ПДМ и буду прозванивать ее под крышкой. Так, что у нас здесь? Два с лишним, короче, бесконечность. Тоже бесконечность. Тоже бесконечность. И здесь бесконечность. У нас везде бесконечности. Запускал автомобиль даже без со соединенными проводами от зарядника и от на компрессор кондиционера. И ошибка все равно появляется. В общем, сейчас это и все высоковольтные кабеля, которые идут снаружи. Но есть еще на чарджер постоянка, но прозванивал их внутри. И контакторы сейчас выключены, и они отключены, то есть и они не могут коротить, даже если вовнутрь будет вода. То есть пока контакторы разомкнуты, которые идут на чарджер, вот они стоят, у нас автомобиль не видит напряжения вернее, потерю сопротивления на этих кабелях. Короче говоря, сейчас остается два варианта. Либо же это проблема в батарее, либо проблема в моторе. Мотор здесь снимать сложнее, чем батарею, поэтому сейчас сниму батарею, разрежу ее, продиагностирую, и тогда уже будет понятно. Если нужно будет лезть в мотор, тогда это уже немножко другая ситуация. И будем посмотреть, что дальше. В общем, буду снимать батарею. Вскрыл батарейку, отсоединил разъем из БМС, потому что если не отсоединять ее, и почему, собственно говоря, нельзя промерить сопротивление через чеку, потому что она промеряет через БМС сопротивление. И если БМС-ка подключена, то она будет показывать, что сопротивление низкое. На самом деле это идет через контур измерения, поэтому, чтобы правильно померить, нужно отключить БМС-ку и тогда промерять. И вот сейчас как раз будем промерять и смотреть, есть ли здесь какая-то у нас проблема. Сейчас мы занимаемся ремонтом батареи на 40 кВт-час, а вот так вот выглядит батарея на 62 кВт-часа. Она гораздо плотнее, за счет этого больше емкость. Здесь был провалены по напряжению два элемента, мы их дозарядили, собрали и автомобиль уехал. Так, проверяем при 500 вольтах. А вот и наша проблема. У нас 70 килоом сопротивления. За чекой у нас уже бесконечность. За контактором, вернее. И здесь за контактором у нас тоже бесконечность. А перед контактором у нас вообще 0. Здесь чуть больше. То есть у нас проблема в самой батарейке. Вот теперь нужно искать, где именно эта проблема. И для того, чтобы локализовать, где она ближе, можно померить. Но именно этого я в этом видео не покажу. Я это сделаю в следующем видео, которое выйдет через несколько дней после этого ролика. И я покажу, как можно локализовать место пробоя изоляции в батарее. После комментариев под предыдущим видео, кстати, огромное спасибо за обратную связь, это очень важно для меня. После комментариев под предыдущим роликом многие писали, что наши ролики помогают изучать устройство электромобилей. Так вот, хочу провести небольшой тест. Как провести поиск пробоя изоляции внутри батареи? Свое мнение напишите в комментарии под видео. И чтобы не пропустить видео, как делал это я, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Тогда вам придет уведомление о выходе следующего ролика. Да, кстати, если кто решится самостоятельно лезть в батарею, помните, что это опасно для жизни. Батарея — это такая штука, что сама по себе она не нападет. Не будет искать повод ударить током, типа защита положительных или отрицательных электронов. Не будет превентивно вас бить, но может безо всяких угроз легко убить, не хвастаясь армией своих электронов, толщиной своих медных шин и длиной кабелей внутри батареи. Поэтому в первую очередь помните о безопасности, жизнь бесценна.
И любая операция по ремонту не стоит жизни. Ну а сейчас продолжим наш ремонт. Достал вот этот модуль. Вот он лежит у нас. И хочу показать виновника всей этой ситуации. Открутил здесь вот эти выводы для того, чтобы отделить батарейки. И вот хочу показать, где у нас какая проблема. Так, вот наш виновник торжества. Так, здесь ставлю на массу. Так, вот у нас 40 килоом, а на этих элементах у нас уже все нормально. Здесь бесконечность, гигаомы, здесь тоже бесконечность, здесь бесконечность. А на этой у нас 40 килоом. Получается, у нас вот эта банка висит на массе. Возможно, там пакет пробит или еще что-то и замыкает на массу. Вот сейчас сниму ее и посмотрим, будет ли там что-то видно или нет. Так, вот этот наш элемент. И что самое смешное, что я его пока снял, пока принес сюда. Сначала промерил, сопротивление было низкое. Теперь оно подросло. Теперь у нас, если у этого у нас также 4 гигаома, то здесь у нас уже поднялось до 3 мегаом. И это пока я его пошевелил. Видимо, где-то что-то касается, подкорачивает, но пока непонятно. Возможно, будем пробовать его спасать. Для этого снять эти заглушки, разобрать эти полукорпуса и посмотреть, где же оно может касаться металла. Повытаскивал все втулочки, и теперь у нас пакеты все отделены. И сейчас хочу промерить, как оно сейчас будет. Правда, теперь не понимаю, куда мерить, относительно чего, но буду мерить относительно этой части. Так, уже у нас везде бесконечность. Все свелось к тому, что проблема у нас вот в этих направляющих. И таки да, при внимательном изучении этих направляющих, вот я нашел, на одной из направляющих есть вот такие вот следы. Эти следы говорят о том, что здесь проходили токи. Пусть они были небольшие, потому что нету замыкания, но они здесь проходили. На всех остальных их нету. Так вот, при изучении дальнейшей самого модуля, я увидел, что торцы пакета касаются очень-очень близко к этим металлическим проставкам. И на одном пакете он как раз касается. И касается именно в этом месте. И уже, как я говорил, что мы сталкивались с такой проблемой при сборке первой нашей батареи, когда мы не учли, что торцы пакета могут пропускать токи, и за счет этого быть ошибка по сопротивлению изоляции. Мы там одели кембрики, термоусадки, и таким образом решили проблему. Вот здесь странно, что она не с самого начала это была проблема была, а вот только сейчас через какой-то пробег. Кстати, нужно будет посмотреть, какой пробег, и укажу. В общем, теперь два варианта решения проблемы. Либо же положить здесь какую-то диэлектрическую проставку, либо же проточить меньшим диаметром сделать и одеть термоусадку, и после этого одеть эти проставки. 4 штуки. В общем, буду думать, как это все решать. При диагностике я смотрел лифспаем по напряжению по ячейкам, и эта ячейка не была высажена.
То есть батарея равномерно себя ведет. Дефекта, кроме того, что она пробивает на корпус, здесь больше никакого нету. И в связи с тем, что сейчас проблема достать модуль, и кроме того, модуль должен быть еще такой же емкости, как все остальные, а это займет очень много времени на поиск и идеального модуля, а этот модуль как бы ведет себя отлично. Поэтому было принято решение проточить вот эти проставочки, которые здесь стоят, и одеть на них термоусадки. Вот проточил, одеваю термоусадки, вот один уже сделан, такой столбик. Одета на него термоусадка, и теперь будет защищен от пробоя. В общем, все 4 так сделаю и соберу, посмотрим, будет ли пробой или нет. Правда, токарного станка нету, поэтому приходится немножко работать болгарочно-шуруповертным методом. Вот термоусадку одел, сейчас ее нагрею, усажу и буду собирать дальше. Вот такой вот получается изолированная проставочка такая. И вот так она у нас будет сидеть в модуле. Напряжение у нас 376 вольт. В принципе, обрыва у нас в цепи нету. Все нормально. Но можно ради интереса померить сейчас сопротивление. Что у нас будет показывать. Будем мерить при 500 вольтах. Но с подключенной БМС-кой сопротивление будет достаточно маленькое. Вот 0,26 мегаом. 1 мегаом. Но это из-за подключенной БМС-ки. Вот если сейчас ее откинуть, их разъемы, то сопротивление у нас увеличится. Откинул БМС-ку, и вот сейчас промерю сопротивление. — 380 мегаом и 100 гигаом. В общем, все у нас отлично. Поэтому нет смысла промерять сопротивление через чеку предохранительную, потому что сопротивление будет низкое, и на этом можно обжечься. Но в данном случае у нас проблема была именно в батарее. Все, сейчас обратно ставлю БМС, и можно подкинуть крышку, поставить на автомобиль, запустить его, посмотреть, будет ли он работать, не будет ли выпадать в ошибку. Крышку просто накинул, не клеил ее. Сейчас подключу ее к автомобилю и посмотрим. Если все будет работать, тогда можно будет все собирать. Потому что у нас пока все разобрано. И под капотом разобрано для диагностики. И батарея еще расклеена. В общем, вот такая вот диагностика была. Сложная, не сложная, но тем не менее достаточно много работы было проделано для того, чтобы прийти к батарее. В общем, сейчас будем проверять. Автомобиль у нас не запускается, потому что мы не стерли ошибку. А эта ошибка, она не удаляется с выключением зажигания. Поэтому сейчас подключаю LiftSpy, удаляем ошибки и ошибок у нас нет, и запускаем. Автомобиль у нас запустился. И теперь оставлю его на несколько минут, потому что именно после этого... Так, автомобиль у нас едет. Именно после того, как автомобиль запускается, постоит несколько минут, неважно, ехать или не ехать, он измеряет сопротивление и выпадает в ошибку. В общем, оставлю ее пока так, минут на 15-20, и посмотрим, появится ошибка или нет. В общем, прошло уже 20 минут, и
дефект у нас не выскочил. В общем-то, можно сказать, что проблема решена. Осталось дело за малым. Теперь это все собрать в кучу. И, кстати говоря, в мануале есть указание, что срезать герметик старый не нужно. И наносить герметик как раз на старый. Батарея установлена. Сейчас подсоединяю все разъемы. И можно будет собирать под капотку. Так, ну осталось дело за малым. Собрать подкапотное пространство. И можно будет тестировать. Так, все, подкапотка собрана. Осталось только поставить защиты на батарею и выезжать тестировать и отдавать владельцу. Под одним из видео меня спрашивали, как отсоединяется разъем. И хочу сразу на примере этого автомобиля показать. Здесь есть язычок, который нужно надавить. Ну, во-первых, сначала сдвинуть этот синий фиксатор. Потом этот сбоку язычок надавить, сдвинуть. Потом вот этот язычок нажать. И только после этого снимается. Так, в общем, автомобиль у нас постоял, никакого дефекта не проявилось. И сейчас посмотрим, что будет по компьютеру. Поэтому любимый мой тест-драйв. Под звуковое сопровождение сирены воздушной тревоги. Наверное, сейчас опять кого-то спасать будут. В принципе, я считаю, что можно автомобиль выдавать владельцу. И пусть владелец контролирует, будут ли какие-то проблемы еще или нет. В принципе, вот и все. Такой вот был ремонт. Что там нужно дальше говорить? Полетіли? Полетіли.